Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз. Знаки судьбы. Февраль 2025 года. Что откроется, что прояснится в феврале? Вот давайте узнаем, что же откроется, что прояснится и каковы знаки судьбы. Останемся, конечно, реалистами. И вы, мои дорогие девы, вы большие реалисты. Но когда мы смотрим прогнозы Таро, мы всегда ведь перекладываем свою ситуацию на метафору карт. И я искренне надеюсь, что наш расклад будет вам чем-то полезен, какая-то информация для вас придет, или вы для себя рассмотрите какой-то альтернативный вариант, и пазл какой-то у вас сложится. Ну или мы с вами проведем приятное время. Итак, что для вас февраль? Февраль может быть своеобразным стартом для каждого из нас, потому что Уран, который находится в знаке зодиака Телец, и находился в январе еще в ретро-движении, могла вернуться какая-то прежняя история, мы должны были подвести в чем-то итоги, причем такие, может быть, достаточно значимые, а уже в самом конце января Уран переходит в директное прямое движение, и это может быть своеобразный прорыв. Могут происходить и какие-то изменения от нас независящие, а мы будем как раз зависеть, или они будут оказывать на нас влияние, и нам нужно будет себя организовать или адаптировать к какой-то ситуации. У вас переворачивается семерка жезлов, много контактов будет. И я всегда говорю по этой карте, это словно мы всем нужны. Это, конечно, замечательно, все же карта предусматривает, что мы сохраняем внутренний баланс и спокойствие, гармонию где-то в собственной душе и не торопимся откликаться на какие-то призывы, к примеру, или перед тем, как согласиться на что-то определенное, есть смысл подумать. У кого-то из вас на кону это будет касаться личной жизни. Иногда по семерке жезлов нам дают советы, а вы должны что-то сделать для себя самих очень хорошо. А для кого-то из вас будет просто вот эти две карты, они будут раскрывать, что у вас в феврале будет и как какая-то ваша занятость, и может быть даже усталость. И будет любимый человек, который будет разделять с вами вот эти эмоции и будет как раз помогать вам или стараться, чтобы вы могли прийти домой и где-то расслабиться, отдохнуть, может быть, так. Вот полярная какая-то многозадачность по делам, работе, бизнесу или по деньгам и приятные эмоции в плане личной жизни. Или карта может говорить, если вы один или одна, время как раз подумать или всерьез задуматься, а так ли уж тебе ценно твое одиночество? Понятно, у каждого своя концепция. Ну, давайте мы с вами узнаем. Что же откроется? Что прояснится в феврале? Первая карта. И вторая, которая будет взаимосвязана с первой, знаки судьбы. Может быть, это вы к какому-то выводу приходите, или как ваша эврика, инсайт. Ох, я вот прежде думал, что нужно поступать или действовать вот таким путем, а здесь вы что-то переиграть сможете. Третья карта. Какое дело, событие вы уже думали завершилось, или вы поставили точку, а здесь это будет или запятая, или многоточие. И какие возможности придут на ваш порог. Какая тайна откроется, или какую правду вы узнаете. Что важно знать, что нужно знать. И это центральная карта, которую мы несколько раскроем по энергиям. И первое по энергиям – это будет энергия дома, место вашего жительства, пребывания, может быть и домочадцы, энергия любви, личной жизни, энергия ваших достижений, третья карта. И мы достанем карту совет или что вам помогает. Что же откроется, что прояснится? А вы знаете, какая-то путаница действительно прояснится. Вы, кстати, можете узнать правду о каком-то человеке, или если прежде это были предположения, то теперь вот из предположений приходит уже какой-то факт. По пятерке жезлов иногда проходят люди, которые, знаете, нам что-то обещали, а потом о нас забыли. Или на кого мы надеялись, а они к нам не приходят на помощь. Карта я еще называю пятерку жезлов, карта информационного хаоса. И, конечно, основное значение, что откроется, что прояснится. Да много новостей каких-то будет. И, может быть, семерка жезлов, которая вам переворачивалась, она и говорила, не торопись откликаться или принимать первоуслышанную новость, информацию за истину.
перепроверяешь что-то. И правда, по пятерке жезлов вам нужно все время будет перепроверять что-то. Может прийти как какое-то сообщение, которое может выглядеть как «вау». А если вы переложите на конкретику, то вы увидите, ну, какую-то, может быть, иную концепцию. Или не обязательно, ведь это может быть фейк какой-то, хотя я такое тоже не исключаю. Но это может быть как возможность, которая приходит альтернативным путем, который вы не должны упустить. Доверяй, но проверяй, об этом тоже говорит карта. А еще по пятерке жезлов именно в этой колоде, это колода ведьмочек, и вот такие наши феечки собрались возле котла, и посмотрите, нет согласия. Они о чем-то спорят, и в итоге их, то, что они варили какое-то варево или что-то тут волшебное, они задумали совершить, но поскольку согласия в товарищах нет, то, наверное, вот этот продукт, который они предполагали создать, он тоже не создается в том, может быть, с тем вкусом или с теми намерениями, как это было задумано в начале. Не получается из-за того, что именно какая-то разрозненность, недоговоренность есть. Поэтому связать воедино какие-то факты вам придется. Отстроить какую-то единую концепцию или ваших действий. Или, может быть, просто об этом карта говорит, что откроется, прояснится. Бездействие, мои дорогие, наблюдение. Как разворачиваются события перед тем, как принимать какое-либо решение. Ну или проверять информацию. Давайте узнаем знаки судьбы. Вы знаете, что-то вот как рациональное зерно или добрая информация. Среди вороха информации у вас абсолютно точно будет. Потому что тройка жезлов – это будущее. Карта будущего. И нам показана фея, которая вот с волшебной палочкой творит, по сути дела, это будущее. Открывает сама для себя горизонты собственных возможностей. И эта недалекая пауза, она происходит только лишь для того, чтобы мы проверили, все ли мы с собой в будущее готовы взять. Или что конкретно мы возьмем. Может быть, вот эта пятерка жезлов – это ваша какая-то адаптация к данному моменту или к сложившимся обстоятельствам, потому что вам действительно придется в последующем действовать как-то иначе. Или что-то, как считайте, эпоха перемен для вас. Вам придется что-то видоизменять, адаптировать к тем событиям, которые придут на ваш порог, или для того, чтобы вот вашу задумку, самая главная миссия по тройке жезлов – это именно наше желание, это наша миссия или наш честолюбивый план – он должен быть осуществлен. И вот прежде чем мы приступим к осуществлению, мы должны привести вот из этого хаоса, создать какой-то баланс. Вот что откроется? Много информации откроется, или много новостей, или много предложений, но ценно будет что-то одно. Давайте узнаем, какое дело или событие, в чем вы поставили точку. Ух ты, а будет многоточие или запятая, это тут какой-то прогресс, десятка кубков. У кого-то по части личной жизни, продолжение истории. Может быть, вы, кстати, засомневались в своем любимом человеке. Или у кого-то из вас был конфликт. Вы просто не смогли договориться. Была разрозненность взглядов, суждений. Или кто-то наводил тень на плетень, вам мешали своими советами, такое тоже могу предположить. Вы не могли по какому-то вопросу определиться. Вот здесь вы точно определитесь. И это, знаете, сразу и гармония в душе, и мир, и покой, и вы точно знаете, куда вы идете. Вот теперь у вас в феврале абсолютно, как, знаете, без каких-либо сомнений прорисуются какие-то ваши перспективы на будущее. У вас наверняка прояснится какая-то ваша история или приложение ваших усилий, к примеру, по части личной жизни, стоит ли что-то продолжать, а тут я вижу, что определенно стоит по вашим отношениям. Для кого-то это даже могла быть пауза в отношениях, а теперь вы сумеете найти общий язык или проговорить откровенно что-то, сказать друг другу, устранить вот это недопонимание в отношениях, и этот союз будет продолжен, причем с каким-то совершенно иным качеством, которое вам будет приносить и счастье, и радость, и, может быть, партнер будет вам чем-то помогать. Но если мы говорим, какое событие будет продолжено, или вы даже думали, что что-то завершилось,
то по части личной жизни продолжение какое-то для вас следует. Давайте откроем следующую карту. Какие возможности придут на ваш порог? Восьмерка кубков. Это совершенно новый путь. Это когда мы тоже подводим баланс, может быть, по части пятерки жезлов. Вы можете пересматривать свое окружение и окончательно прийти к выводу. Если тот человек, который не способен откликнуться, допустим, в ту минуту, когда мне это необходимо, и не потому, что он не мог, допустим, а потому, что он не захотел. И, может быть, какая-то история повторялась как дежавю несколько раз в вашей жизни. Вот если дежавю какое-то присутствовало, очень целесообразно, с учетом Урана в Тельце и выхода Урана в директное движение, подвести своеобразный итог и понимать, что если люди не хотят ко мне проявлять какую-то эмпатию, и если мои какие-то предпринятые ранее действия, они не откликаются в душе человека или через его действия в моей жизни какой-то воцаряется хаос, то вы можете что-то завершить. Это возможность всегда нового пути. Но, наверное, у каждого по-своему. Но я все же вижу, что здесь могут вспыхнуть с новой силы прежние отношения. Или какая-то история любви, она определенно будет продолжена. Но это не есть повторение пройденного. Здесь все равно тогда в отношениях это по-другому. Вы видите, как и перспективу ваших отношений, но и где-то меняете отношение друг к другу. Всегда восьмерка кубков говорит еще о том, что если мы спросили, какие возможности придут на ваш порог, это мы не видели каких-то возможностей прежде, или мы не могли сделать какой-то выбор. Так вот, этот выбор мы находим. Безусловно, это выбор в сторону самого себя, но это всегда карта нового пути. Поэтому здесь, как повторюсь, у каждого по-разному. У кого-то это будет завершение, может быть, предыдущих отношений. И в нашем пространстве, как и в нашем организме, не бывает пустот, мои дорогие. Может быть, есть какая-то или была прежняя грустная история, которая, несомненно, должна завершиться. Пока мы не сделаем какую-то работу над ошибками или не избавимся словно от мусора какого-то, хоть этот эпитет не совсем может быть применим или кого-то может ранить, но я надеюсь на правильное понимание. То есть есть то в нашей жизни, что не служит нашему прогрессу. И пока то, что не служит прогрессу или без конца нас тянет назад, оно не дает чему-то новому войти в нашу жизнь. И если я сказала, пустот не бывает, как только мы избавимся от того, что нам создает преграды или создает для нас проблемы, сразу место освобождается и приходит что-то новое на наш порог. Иными словами, мы сами движемся по направлению к новым возможностям, и тогда высшие силы нам как будто помогают. Но все же отталкиваемся мы от выбора. Поэтому, некоторую чистку, может быть, как и в своем окружении, вы можете проводить в феврале, по крайней мере, на начало месяца. Так вы можете пересмотреть это отношение или концепцию отношений со многими людьми. И это будет у кого-то касаться как и личной жизни, а у кого-то это стратегия, тактика по части ваших дальнейших достижений. Кто со мной, иными словами, а с кем, я уже на кого не могу положиться, и с кем вы подведете к финалу какую-то историю. Давайте мы откроем. Какая тайна откроется или какую правду вы узнаете, может быть, это как-то повлияет. А вот правда, десятка жезлов всегда завершение. Мы устали тянуть какой-то непосильный груз. Вы можете отказаться от собственных обязательств, кстати, или их пересмотреть. Вы люди как раз обязательные, мои дорогие девы. И иногда именно это вам и мешает. А вам вот как раз... Посмотрите, карты хотят, может быть, сказать, что ты на себя взвалил эти 10 жезлов, да елки-палки, брось ты их наконец. Они как раз какую-то сумятицу в твоей жизни и вносят. Может быть, тебе нужно пересмотреть какие-то контакты, контракты, или кому вы обещали помогать, или кому вы помогаете, может быть, и финансово. Тут у нас жезлы, и здесь у нас жезлы. И жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. Или какие-то партнерские отношения. Или ваше участие, когда вы пытаетесь
успеть сразу в нескольких направлениях. А здесь у вас что-то одно самое ценное, мы с вами об этом говорили. Будущее у вас буквально на пороге. Вам нужно с чем-то определяться. И пока мы не вычистим это собственное пространство, или, может быть, не организуем режим труда и отдыха для самих себя, мы будем постоянно испытывать гнет, буквально усталость. А для нас пытается, как высшие силы или высший разум, интеллект, нам помочь. Но мы не видим этой помощи. Мы не видим нового направления по причине усталости. Поэтому баланс вам какой-то проводить в самом себе, либо в своей жизни, освобождаться от того, что не имеет уже значения, придется. Что нужно знать или что важно знать. А вы знаете уже какое-то свое правильное направление или свою цель. Старший аркан жрица. Что важно знать? Карта независимости в первую очередь. И значит, действительно могут произойти какие-то события, которые связаны будут с приходом новостей или открывшимися для вас новыми пунктами какого-либо дела, которые вам либо прежде не сказали, или вы прежде сами не заметили. И здесь храните молчание. Вы какую-то тайну можете узнать по части того, что вы могли вкладываться в какие-то отношения, а шла какая-то двойная игра. Вот этого я могу предположить или, по крайней мере, не могу исключить. И тогда, опять же, храните молчание. Если какая-то внезапная новость приходит на ваш порог по части конкретного персонажа, то тогда действуйте скрыто. Все же карта нам больше говорит о том, что да, тайну вы как раз узнаете. У вас тайна и станет явным. У вас многое разложится по своим местам именно в феврале. Но это не значит, что мы это обнародуем, мои дорогие. Жрица, она хранит молчание. И здесь буквально молчание вам помогает. Делает вашу позицию как и независимой, неуязвимой, так и сильнее. Здесь у вас будут какие-то точно рычаги влияния, но это больше из-за кулис. Все же жрица, она действует очень аккуратно, осторожно, незаметно для остальных. Вот эти важные энергии вам придется учитывать весь февраль. Давайте откроем конкретно по энергиям, разложим как бы, с чем это может быть связано. Энергии дома. Рыцарь жезлов. Для кого-то из вас стоит на пороге возможность куда-то поехать, совершить поездку, может быть, недалекую, для кого-то переезд. Иногда эта карта, кстати, неожиданностей, поэтому могу предположить, вы, как и телец, принадлежите к стихии Земли, и вопросы дома, вопросы недвижимости – это то, что проходит по Урану в Тельце. У вас могут либо решаться, либо открываться новые перспективы, либо открываться новые возможности решить вопросы по части вашего пребывания, проживания, переезда, или, может быть, какой-то важной поездки, чтобы составить какой-то важный документ или провести согласование с конкретным человеком. Будьте готовы к неожиданностям, потому что карта говорит о том, что да, прогресс будет именно в том, когда ты, может быть, по-английски быстро соберешься и куда ты поедешь, или поедешь прояснять какой-либо вопрос, когда ты что-то сделаешь неожиданно, может быть, для остальных. И я тогда могу предположить, что для вас это будет выигрышная позиция. Здесь много вас окружают людей, которым именно от вас что-то может быть нужно. Не забываем, 7 жезлов вам все-таки переворачивалась. И по рыцарю жезлов мы действуем, надеясь на самих себя, действуем в одиночку, но именно это нам будет где-то помогать. И это энергии вашего дома, места пребывания, проживания, или конкретно карта говорит, это может быть связано с переездом. Какие-то неожиданные события по части вашего дома или где вы намереваетесь жить, где вы намереваетесь, может быть, продолжать свою деятельность, ведь у кого-то может совпасть с релокацией офиса, или у кого-то это может проиграться, почему я говорю про офис или про работу, соединяю, потому что жезлы, дела, работа, бизнес. И кому-то, может быть, необходимо выстроить новую концепцию работы на дому, когда вы можете работать из любой точки мира. А вверху у нас 10 кубков, и где-то это значение может проиграться. Для вас, мои дорогие девы, со знаком плюс. Тогда у вас получится осуществить задуманное. По крайней мере, пусть это не с точкой в феврале,
но новые возможности определенно откроются. Здесь есть возможности, но которыми вы должны воспользоваться как-то, ну, хитро, осторожно, вдумчиво, не вынося это на общее обсуждение. Любовь. Рыцарь мечей. Ну, не совсем тут, прямо скажем, про любовь эта карта. Это может быть и человек какой-то, кстати. Может быть, прежняя история, когда вас человек подводил, и, может быть, прежняя любовная история была со знаком минус. Тогда я могу предположить, и я уже об этом говорила, вы ее будете завершать, приводить к какому-то итогу, чтобы она вас больше, может быть, не ранила, или чтобы место, как мы говорили, да, пока место занято, что-то новое не войдет на ваш порог. Поэтому, может быть, и приходится проводить баланс. Может быть, придется по рыцарю мечей, в хорошем смысле это всегда проигрывается правда и ничего, кроме правды. Мы вот руководствуемся именно этим. И поэтому часто проходят какие-то согласования, или когда мы ищем информацию юридическую, как оформить какое-то дело или тот или иной вопрос решить, с учетом, опять же, закона. Это нам, может, придется куда-то отправиться и что-то согласовывать. Опять же, или, если не согласовывать, то находить информацию, как сделать что-либо правильно. Может быть, для кого-то из вас часто по рыцарю мечей проходит бунтарь без причины. Вот есть такое значение, пусть это второй иллюминатов, колода карт, но тем не менее, если мы воедино, да, все карты Таро, все же все разные, и энергетика иногда совпадает даже, то, что транслируют нам другие колоды. Поэтому мы, если сталкиваемся с таким человеком, опять же, мы тогда делаем выводы и, может быть, что-то завершаем. Мне хочется раскрыть энергия любви, с чем это может быть связано. Вот этот рыцарь мечей. А вот эта, кстати, колода, она мне нравится тем, что некоторые значения, они совпадают с колодой герметического Таро. Но я ее не употребляю именно для раскладов, потому что она достаточно сложная и не столь иллюстративная. Так вот, карта великой силы, великой мощи. И так вот она и называется, девятка жезлов, когда у вас сильная позиция. Но перед тем, как совершить этот выход на авансцену, нужно осмотреться. И нужно рассчитать свои силы и приложить их как будто в одном из двух направлений. Либо чего-то не упустить, либо действовать, когда вам что-то угрожает. Все остальное мы больше наблюдаем. Мы не расходуем впустую наши силы. Десятка жезлов нам как раз говорит о том, что какой-то перегруз у вас уже произошел. И поэтому трансформация, перезагрузка вам в феврале совершенно необходима. Может быть, по части личной жизни тоже. Может быть, с вами кто-то и не согласен, у кого-то банально. Я надеюсь, это не для всех, но все же, раз выпали карты, кому-то важно услышать. Предположим, была прежняя история личной жизни, ваших личных взаимоотношений, и вы решили расстаться окончательно с партнером, по сути дела, уйти. А партнер не согласен. Партнер пытается вас удержать или поставить перед вами и ставит такие какие-то все новые препоны или какие-то новые условия, или пытается вызвать вас на конфликт, на какой-то скандал, поэтому храните спокойствие, это точно. И знаете, свою прошлую личную историю ни с кем не обсуждайте, потому что тут могут быть те люди, которые выглядят как, ну, соучастливо, а на самом деле могут разболтать что-то, например, или навести тень на плетень, или каким-то образом информация может уплыть. Поэтому здесь себе не навредить будет очень важно, правда? Ведь всегда по девятке жезлов или карта великой силы показан человек, вот здесь в этой колоде тоже проигрывается, он как с перевязанной головой. То есть прежний какой-то опыт, где-то ошибок мы наделали, и шишек мы уже где-то набили. И вот здесь будет важно не повторить какую-то ошибку. Давайте посмотрим, что еще нам скажут по личной жизни. А ведь правда какая-то может проиграться, это карта несостоявшегося успеха, то есть это кто-то может не сожалеть, что с вами не сложилась история. Можете сожалеть и вы. И тогда, тем не менее, финал какой-то, он должен состояться. Иначе, повторюсь в очередной раз, пока вы не подведете баланс с какой-то прежней историей, новая история все никак не может начаться.
личной жизни, что еще? Ну, вам, видимо, дается вот эта великая мощь, мои дорогие девы, и карта мага. Совершенно необходима вам эта сила для того, чтобы подвести что-то к общему знаменателю или провести в какой-то личной истории демаркационную линию. Потому что на пороге уже что-то новое. И я могу предположить, если, например, не обязательно ведь вы расстаетесь, но у кого-то была ссора с любимым человеком, вы можете помириться, причем помириться и создать волшебный союз. Но тогда будьте магами и волшебниками, не вспоминайте былое, не говорите: а ты помнишь? Бывает такое, да? Что ты сказала? Или а ты помнишь, как ты поступил? Вот это не нужно повторять. Прошлое должно уйти, мои дорогие. Но, может быть, это сделать достаточно сложно. И вот это где-то как рационализм. Маг, он у нас рациональный человек в первую очередь. Это великий практик. Поэтому практика или какая-то истина, кстати, по рыцарю мечей, это то, от чего вы можете оттолкнуться. Но что с этим делать, это вы будете решать совершенно в других энергиях. Для кого-то из вас. Почему говорю про другие энергии? Потому что аркан жрица, и как верховная жрица, как и карта мага, это может быть союз двух сложных людей, мои дорогие девы. Может быть союз и сложный, а со сложными людьми интересно, а с простыми никакого интереса, возможно. Но для того, чтобы создать какой-то восхитительный союз со сложным человеком, здесь и вам приходится себя к чему-то адаптировать. Или для кого-то из вас это может проиграться, что вы вынуждены куда-то переезжать, правда? Ведь два рыцаря. Для кого-то из вас в феврале будет много поездок, как и по части решить вопросы и личной жизни, и места вашего пребывания. Но все равно вам придется что-то организовывать совершенно по-новому. И у вас все получится. Карта мага выпадает, а у мага, как известно, нет ничего невозможного. Даже какой-то очень сложный случай или запутанную ситуацию вы сможете решить. Поэтому доверяйте самому себе, своему шестому чувству. Вам интуиция будет давать правильные подсказки. И что же энергия денег и достижений? Волшебно, мои дорогие девы. Наверное, можно вообще ничего не говорить. Две карты мага в разных колодах. Но, может быть, совмещать придется возвышенное и земное. Два раза. Как и по сфере достижений, так и по сфере личных жизней. Может быть, придется для кого-то работу переводить на дом, да, или как из любой точки мира, организовать себя по-другому. Иными словами, правда, трансформация в феврале у вас на пороге. Но вам пространство Вселенная дает очень большой приоритет, мои дорогие девы, чтобы какая-то именно ваша миссия была исполнена. Давайте я открою карту совета или что вам помогает. Вам помогает, когда, посмотрите, две пятерки – это всегда недостаток, когда вы проводите баланс, когда вы больше не оглядываетесь назад. По пятерке кубков нам карта предлагает как совет выплакать горе или принять то, что у нас был какой-то проигрыш в чем-то. И это не значит, что мы без конца оглядываемся назад. Будьте внимательны дважды, потому что мысли будут определять ваши будущие направления и, что немаловажно, вашу победы дважды. Когда выпадает карта мага даже один раз, и пятерка кубков, или выпадает у нас, допустим, восьмерка мечей, я всегда говорю, будьте внимательны к своим мыслям. Почему? Потому что мысли материальны. Мы сегодня получаем то, о чем мы думали вчера, а завтра мы получим то, что мы думаем, планируем сегодня. И поэтому себе не наколдовать каких-то разочарований или не притянуть буквально какого-то негатива из прошлого, наоборот, разобраться в какой-то путанице и подвести вот эту демаркационную линию под прошлым для того, чтобы идти вперед в будущее налегке. Вот, может быть, наша эльфочка, которая показана на карте, замерла так вот ненадолго, как я уже говорила, для того, чтобы определить, все ли у нее готово для последующего шага. Что ей нужно
для того, чтобы пойти совершить этот квантовый скачок в будущее или вот этот переход в будущее, а что она оставит позади. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.